Всем привет! И вновь с вами проект о русском языке с региональным акцентом «Великий и могучий». Мы уже знаем, как по-русски рассказать о своей семье. Надеюсь, вы выполнили прошлое задание и узнали много нового о своей семье, а ваши родные тоже узнали много новых русских слов. Сегодня наша тема – профессии. В России сейчас наиболее востребованы такие профессии, как врач, учитель, аналитик данных, инженер. Мы сейчас находимся рядом с Вятским государственным университетом. Здесь можно освоить любую из этих профессий. Интересный факт. Подготовка учителей на Вятке началась более 100 лет назад, в 1914 году, когда был открыт Учительский институт. Любопытно то, что российские школьники до сих пор мечтают стать учителями, а также врачами. А также российские школьники выбирают такие профессии, как юрист, программист, журналист, архитектор или военный. Об этом говорят данные анонимного опроса, проведенного в 2020 году среди школьников 7-11 классов. Давайте и мы узнаем побольше о профессиях и о российской системе образования. Примерно с 2-3 лет ребята начинают ходить в детский сад. Там они учатся заводить знакомства и получают первые знания перед школой. В школу ребята идут в 7-8 лет. Начальная школа занимает 4 года, с 1 по 4 класс. Далее идет среднее звено с 5 по 9 класс. После окончания этого этапа ребята получают аттестат об основном общем образовании. С ним можно поступить в колледж или техникум, чтобы получить среднее профессиональное образование. Например, профессию повара или автомеханика. После 9 класса можно пойти в старшие классы, 10 и 11. Затем сдать единый государственный экзамен по выбранному предмету и по количеству набранных баллов поступить в высшее учебное заведение, университет или академию. А еще после 11 класса выдают аттестат о среднем общем образовании. Вот небольшой образец, как можно рассказать о своей профессиональной мечте. Его вы найдете в справочных материалах, ссылка на них есть в описании к видео. Меня зовут, мне лет. Я учусь в школе, в классе. Когда я вырасту, я стану врачом, автомехаником, учителем, юристом, финансистом, ветеринаром, ученым, водителем, артистом, художником, программистом. Я хочу поступить в колледж, техникум, университет, академию. Я собираюсь прилежно учиться и участвовать в студенческой жизни. Думаю, что я освою профессию своей мечты. В России есть не только основное, но и дополнительное образование. Например, музыкальные школы. Такую школу посещала Манюня, героиня юмористического цикла Нарине Абгарян. В 2015 году эта писательница получила литературную премию имени Александра Грина, которая вручается в Кирове. Вот отрывок про Манюню и ее выступление на отчетном концерте. Мы с Манькой уже учились во 2 классе музыкальной школы. Я по классу фортепиано, потому что слухом до скрипки не дотянула, а Манька по классу скрипки, потому что со слухом у нее все было в порядке. И тут в музыкалку приводят Каринку, которая, не моргнув глазом, угадывает с закрытыми глазами все ноты и на память выводит чуть ли не оперные рулады. В воображении Марии Робертовны рисуется триумфальное будущее. Вот наша Каринка выступает с симфоническим оркестром в Москве и под овации восторженной публики, вырывая у ведущего микрофон, объявляет на всю страну: «За мою безупречную технику исполнения спасибо большое моей преподавательнице по скрипке Марии Робертовне Маркарьян».
Итак, актовый зал забит до отказа преподавателями и родителями. В третьем ряду, ближе к выходу, сидит дядя Миша, поправляет на переносице очки и ведет оживленную беседу с мамой девочки Лусине. Это было самое триумфальное наше выступление. Боюсь, что ни до, ни после мы с Манькой не играли так хорошо, как в тот день. Думаю, случись у нас по горячим следам диктант по сольфеджио, мы бы написали его на 5 с плюсом. А теперь домашнее задание. По образцу составьте небольшой рассказ о своей профессиональной мечте. Публикуйте свои работы в любом формате – текст, видео или аудио с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. Любите и цените русский язык. До новых встреч!